Эта невероятная история произошла в Канаде. Когда Шон возвращался домой после удачного дня на рыбалке, он решил срезать путь через кусты вместо обычного маршрута. Он успел отойти всего на несколько метров от тропы, как вдруг прямо перед ним появился огромный медведь. Мужчина старался сохранять спокойствие и вести себя так, как его учили. Он поднял руки и увеличил свой рост, чтобы казаться более устрашающим и менее похожим на потенциальную добычу. Медведь поднялся на задние лапы и обнюхал его. Он был действительно угрожающе близко. Это было страшно. Но тут медведь сел и начал скулить. Сначала Шон отошел, собираясь бежать. Но болезненные стоны медведя заставили его обернуться. Он заметил, что это медведица, и у нее на боку было несколько порезов. Это могло сделать ситуацию еще более опасной. Однако медведь не представлял угрозы. Тут Шон вспомнил раннее утро. За рекой шла медведица со своим детенышем. Вероятно, это был тот самый медведь. Но что случилось дальше? И где был медвежонок? Эта мысль немедленно заставила Шона действовать. Он понял, что медведь просит его о помощи, и осторожно последовал за животным. Оказавшись у реки, Шон лихорадочно искал медвежонка, а мать-медведица все еще сопровождала его. Но медвежонка он не увидел. Это было странно. И вдруг из воды появилась темная голова. Шон сосредоточил взгляд на этом месте. И действительно, голова медвежонка снова высунулась, как будто вцепившись за камень. Шон понял, что медведица пыталась спасти своего детеныша и в этот момент поранилась о камни. Понимая, что она не сможет сделать это в одиночку, она пошла за помощью и нашла Шона. Мужчина не мог позволить медвежонку утонуть прямо у него на глазах. Но он по личному опыту знал, насколько сильным и опасным было течение на этом участке реки. Прыгнуть без подготовки было бы опасной для жизни ошибкой. Ему пришлось придумать план. Он быстро схватил свои рыболовные снасти и веревку, которую обычно использовал для ловли рыбы. Он надежно привязал веревку к своей талии, а другой конец крепко привязал к дереву на берегу реки. Затем он решительно прыгнул в воду. Течение оказалось даже сильнее, чем он опасался. Изо всех сил Шон пробился к скалам, где он в последний раз видел медвежонка. Опыт Шона в качестве бывшего морского пехотинца сослужил ему хорошую службу, поскольку неопытный пловец не смог бы выжить в таких бурных течениях. Он подплыл к камням и задержался, чтобы увидеть, где именно находится детеныш. На мгновение все, что он мог слышать, это рычание и стоны медведицы на берегу, которая отчаянно ходила туда-сюда и волновалась. Но она, казалось, понимала, что слишком опасно снова погружаться в стремительный поток воды. Вся ее надежда снова увидеть своего детеныша теперь возлагалась на этого необычного человека. Шон тяжело дышал и был в замешательстве. Бурный прилив и постоянное течение мешали ему определить точное местонахождение медвежонка. Он был вне себя от радости, когда увидел перед собой голову медвежонка. Чтобы добраться до детеныша, ему пришлось плыть вниз по течению. Но затем, в трагический момент, медвежонок потерял контроль над камнями и был унесен рекой. Его голова исчезла в темной воде за долю секунды. Шон без колебаний прыгнул за ним и поплыл изо всех сил. Если бы он потерял медвежонка в этот момент, то малыш бы точно погиб. Маленький медвежонок ушел под воду и, казалось, перестал сопротивляться. Ситуация выглядела ужасной, но Шон отчаянно сопротивлялся и плыл все дальше. Но веревка, которую он обвязал вокруг своей талии, становилась все туже и, наконец, достигла конца. Когда голова медвежонка появилась снова,
Шон вовремя схватил ее. Он боялся, что медвежонок будет сопротивляться, но малыш просто безвольно лежал у него на руках. Но это был еще не конец. Теперь пришло время вернуться на безопасный берег. Мужчина знал, что для этого ему понадобится обе руки, чтобы плыть. Он схватил кусок веревки и обвязал им медвежонка. Теперь Шон мог использовать все свои силы, чтобы добраться в безопасное место. Ему помогло то, что детеныш был неподвижен, но в то же время это было и большой проблемой. Возможно, уже было слишком поздно спасать жизнь медвежонка. Что произойдет, если он доберется до медведицы с бездыханным детенышем? Это могло иметь немыслимые последствия для Шона. Он чувствовал, как его энергия утекает. Только адреналин двигал его вперед. Внезапно его ноги коснулись земли. Они прибыли на мелководье. Шон смог подобрать медвежонка и вытащить его из воды. Медведица приближалась к ним с головокружительной скоростью. Она была на удивление быстрой для раненого животного. Шон даже не успел взглянуть на детеныша, как медведица была рядом с ними. Однако, не добежав несколько шагов, она с грохотом упала на землю. Медвежонок подполз к ней, но она не двигалась. Шон подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем проблема. Только тогда он понял, что порезы оказались глубже, чем он предполагал. Видимо, адреналин поддерживал ее, а теперь, когда ее ребенок был в безопасности, она совсем сломалась. Шон не мог в это поверить. Он спас медвежонка не для того, чтобы увидеть, как тот осиротел на его глазах. Он чувствовал себя беспомощным. У него не было связи на мобильном телефоне и не было достаточно времени, чтобы дойти до дома. В этот безнадежный момент он услышал что-то вдалеке. Он громко крикнул, и внезапно его окружили несколько лесников. Туристы, которые видели, как Шон спасал детеныша, поспешили покинуть лес, чтобы не встретить медведицу. Затем они предупредили лесников, которые прибыли на место как можно быстрее. У них с собой был большой ящик, и поскольку медведица все еще не реагировала, они смогли о ней позаботиться. Они перевязали ей раны, чтобы остановить потерю крови, а затем осторожно погрузили ее в ящик. Спасательная команда отвезла медведей в ближайшую клинику для лесных животных, где им оказали профессиональную помощь. Люди надеялись спасти медведице жизнь. Без нее реабилитировать малыша было бы непросто. В тот же день медведице пришлось перенести операцию, некоторые порезы были слишком глубоки, и их пришлось зашивать. Детеныш все еще был очень слаб, поэтому за ним тщательно следили, чтобы он мог отдохнуть и прийти в себя. К счастью, оба животных со временем выздоровели, и, наконец, настал день, когда они должны были вернуться в свой настоящий дом. Спасательная команда составила план освобождения и проинформировала о нем Шона. Момент, когда двери клетки открылись, был волшебным. Медведица тут же побежала в сторону леса. Детеныш на мгновение заколебался, посмотрел на Шона, а затем последовал за мамой. Шон едва мог сдержать слезы. Он гордился тем, что спас маленькую семью, хотя ему было немного грустно от того, что он никогда больше их не увидит. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.